Корейские деды. Как много в этом звуке или немного слилось для тех, кто бывал в Корее. Я чувствую вашу боль, независимо от пола, возраста и вероисповедания. В этом видео я расскажу свою историю столкновения с корейскими дедами непосредственно на территории Южной Кореи. Да, в этом видео будет идти речь о Южной Корее. Тем, кто ждал рассказ о чонгуках, извините, не в этот раз. Хотя я видел каких-то капоп звезд в аэропорту, когда проснулся. Да, я специально сказал капоп. Наверное, это было самое неприятное пробуждение в моей жизни. Прикиньте, проснуться и понять, что ты опять в Южной Корее. В первой части трилогии о Корее я рассказал, что после веселухи на заводе мы в аду нахуй. Я и мой знакомый психанули и уехали во Вьетнам. В Вьетнаме не было ничего особо интересного, кроме того, что я наконец-то стал миллионером. Правда, в донгах. Мой досуг заключался в том, что я плавал в бассейне 24/7. Наплавался я на всю жизнь вперед. Как это повлияло на мое здоровье? Да никак. Я просто почувствовал себя белым человеком. Снова. Ведь я почти лишился этой привилегии за 1,5 месяца в Корее. Итак, мы решили буквально сразу, что поедем работать на дыне, но про дыни будет отдельное видео. Вкратце расскажу еще про одну забавную работу на полях. Мы собирали чеснок, если я правильно помню. Честно говоря, я сейчас не совсем уверен, что я вообще был в Корее, поскольку это путешествие похоже на страшный сон при температуре 40. Если бы не фото и видео, я бы сошелся со своим мозгом во мнении, что это все я придумал. И этой психологической травмы тоже не было в моей жизни. Были огромные поля с чесноком. Собирали мы их на 40-градусной жаре под палящим солнцем на корточках, валяясь в грязи, естественно, и еще на скорость. Нельзя было отвлекаться, потому что все шли примерно с одинаковой скоростью на разных рядах. Мне важно зафиксировать процесс снятия носка. Как этот сегодня чувак сказал? Еботрешка? Я, честно, сейчас не вспомню систему подсчета оплаты этого ужаса, но помню точно, что какой-то казах, который решил, что он главный, ругался на нас, потому что мы тормозили. Денег на тот момент было 0, вообще 0. Эта работа была единственным вариантом, чтобы выйти из нуля и что-то купить, поесть и двигаться дальше. Честно говоря, эта работа была немного лучше, чем завод с тасканием железа, но условия проживания были стрёмные и условия оплаты тоже. Ну, как в принципе на всех работах, в основном в Южной Корее. Единственная причина, почему мы туда поехали, это обещание оплаты в первый день, в тот же день, если мы вдруг откажемся работать. Деньги нам, к счастью, заплатили, и мы поехали в город Кванджу. Большой Кванджу на юге. Приехали мы уже ночью, около часа или вроде того. Были очень уставшие. Хотелось помыться, поесть и, конечно, спать. Мы шарахались между отелями и счастье прибежища. Там нам встретилась кореянка с шизофренией, которая начала нам петь песни. 두 시간 후. То, что у нее шизофрения, она сама призналась. Хотя могла и не делать этого в принципе. Наконец мы нашли мотель, где был корейский дед. Прикиньте, я реально в трусах снимаю. И он предложил нам приемлемую сумму на 2 недели. За мотель мы отдали складчину опять все, что у нас было. Возможно, на этой стадии у вас возникнет вопрос, а какого рожна? Вообще я оттуда не уехал обратно в Казахстан. В чем вообще проблема? Я честно не знаю, это какая-то магия. Об этом можно порассуждать и найти причины глубоко психологически, почему я вдруг решил пройти опыт рабства. Есть, конечно, в этом плюсы. Например, именно после Кореи я решил, что больше никогда не поеду в Корею. А также решил, что больше никогда не хочу работать на дядю, на корейского дядю, и на тетю, тем более, и вообще ни на кого. И тем более ходить на работу. По приезде я реализовал свои выводы. То же самое произошло и со знакомым, с которым мы вместе переживали этот ад. Он остался там немного дольше, но по возвращении тоже нашел удаленную работу. Даже выучился на профессию. Не будет сейчас интеграции, не будет! Походив на следующий день по Кванджу, мы нашли контору, которая выдает работу на каждый день. Я не помню, как это называется, потому что у меня корейский язык выветрился из головы, как ненужная субстанция. Я вообще удивляюсь, как с нулевым корейский я там выживал, умудрялся работать, при том, что я практически все понимал, видимо, со стрессу. В этой конторе тоже был дед, но у деда было погоняло чмо. В принципе, большинство корейских дедов заслуживают этого прозвища, но благодаря его конторе я вышел из минуса в очередной раз и даже позаработал немного денег, которые, конечно же, все потратил на то, чтобы свалить из Кореи. Жизнь стала налаживаться. Особенно после ночной работы, на которую я попал случайно. На ночных работах платят намного больше, и работа там бывает очень простая. Я как-то не особо напрягался даже. Ну, вскоре мы узнали, что дед, который чмо, угадайте что? Конечно же, он всех обманывает на деньги.
Хорошую работу он дает любимчикам, новичкам не доплачивает деньги. Также была ситуация, когда один чувак получил травму на работе, которая миллиметр вправо, миллиметр влево, и все, смерть. Он не оплатил ни лечения и сделал вид, что не имеет никакого отношения к этому инциденту. Чувак ходил, скандалил, чем закончилась история, я не знаю. Но наступил момент, когда мы вдруг решили переехать в квартиру вместо мотеля. Квартиру посоветовал тот чувак, который получил травму, и именно поэтому я не испытываю к нему никакой жалости. Мы пришли к хозяину здания, им оказался, конечно же, корейский дед. Он показал нам пару квартир, и мы в очередной раз уставшие, а если быть еще точнее тупые, взяли и согласились, заплатив залог и деньги за первый месяц. Квартиру мы особо не проверили, что является, конечно же, нашим личным косяком. Я не очень люблю употреблять слово «мы», но в этих историях, к сожалению, никак не могу говорить «я», поскольку мы все решали совместно. Возможно, если бы я двигался по Корее в одиночку, так же, как с самого начала, то, вероятнее всего, я бы уехал сразу после завода домой. Когда делаешь что-то вместе с кем-то, появляется некий интерес, желание челленджа, скажем так. Это снова к теме о наличии присутствия друзей в жизни и их необходимости. Не. Мы заехали в квартиру, и оказалось, что она вся в плесени, тараканах, горячая вода вообще отсутствовала. Кое-как мы выцепили этого деда и снова, и пожаловались, что вода не пашет. К тому времени мы уже сделали уборку в этой помойке, потратив на это деньги на чистящие средства, и также купили некоторые шняги для интерьера. Нашли на помойке некоторую мебель, перетащили матрасы из гостиницы. Кстати, дед в мотеле был слегка зол, что мы съезжали, хотя это его обычное состояние. Несмотря на то, что мы уезжали, когда еще оставалось несколько оплаченных дней. Квартирный дед послал нас в дупло с нашими претензиями по воде, что вызвало чувство несправедливости. Потому мой знакомый решил, что надо вызвать полицию и заставить деда вернуть хотя бы деньги за месяц. Уже на тот момент было понятно, что залог он точно не вернет. Мы в итоге поперлись к деду, который в гостинице, чтобы он вызвал полицию. Мотельный дед проникся и стал вести себя очень мило и добро, но это, конечно же, только потому, что мы ему сообщили, что снова хотим жить в мотеле. То есть снова заплатить за месяц, несмотря на то, что у нас еще было оплачено, как вы помните. Все эти телодвижения были очень сумбурными и хаотичными. Тут, в принципе, можно отчасти понять дедов, если бы они не были такими говнюками по жизни в принципе. Приехали полицейские. Они были не деды, что было внезапно, и потому были очень вежливы. Они повезли нас в полицейской машине в квартиру, чтобы общаться с квартирным дедом. К сожалению, из всего грандиозного встреча осталась только 1 секунда видео. Снимал мой знакомый, вероятно, он не нажал на запись, а потом нажал, чтобы выключить запись, но в итоге не получилось, потому что он нажал, чтобы включить запись, ну вы поняли. Жаль, контент был бы шикарный. Полицейские пытались объяснить деду, что он не прав, и деньги надо вернуть, раз жильцы отказываются от проживания, не прожив и дня в снятой квартире. Он упирался, тряся контрактом, в итоге начал орать на полицейского, а полицейский начал орать на него. В итоге они орали очень громко друг на друга, и, видимо, квартирный дед сказал что-то такое, что полицейский дернулся в его направлении, положив руку на наручники, которые висели у него на поясе. 거기에 해가지고 이거는 사기성이 너무 하달해진가. 그러니까 우리는 이분들 맞아. 오장 짜증내고 그러잖아요. 오자마자. В итоге он не применил их. У меня есть такая особенность, когда я наблюдаю такую дичь, громкий срач, я становлюсь очень спокойный, как под транквилизаторами. Хотя, может быть, я просто очень устал на тот момент. И воспринимал все происходящее как просто какое-то кино, которое крутится у меня перед глазами, и к которому я не имею никакого отношения. В итоге полицейские и мы спустились на улицу зачем-то, и полицейские сказали нам, что мы должны извиниться перед дедом, и что дед готов предоставить нам нормальную квартиру. К слову, квартиру, которую мы сняли, полицейские посмотрели, согласились на то, что это говно, но сказали, что ничего нельзя поделать, так как это дешевое жилье. В принципе, тут они правы. Дед показал чистенькую квартиру, которую он от нас, конечно же, скрыл при первом нашем обращении к нему. Тогда он говорил, что показал все квартиры. Запомните эту тему, так как такое поведение проявит еще один дед позже. Tomorrow. Okay. 폰 넘버 몇 번이요? Phone number. Mine? Мы согласились на эту квартиру, полицейские уехали. Мы провели ночь в квартире, на утро решили все-таки съехать. Сюрприз-сюрприз. И одна биполярка на двоих. Мы пошли к деду. На удивление был спокойный, сговорчив и даже отдал нам деньги за месяц. Возможно, на него повлияла ситуация с приездом полицейских. Мы въехали в мотель снова. Мотельный дед был очень добр и даже решил сделать уборку в нашем номере. Это было действительно странно с его стороны, учитывая, в каком свинарнике он содержал вообще весь мотель. Но он перестарался и приперся без спроса в наш номер. Когда мы спали, начал убираться и чинить телевизор. Просто просыпаешься и видишь жопу деда, который чинит телевизор, который нахрен не усрался нам. Честно говоря, я прифигел от такого мува. В то время продолжали ходить в контору к деду Чму. Но работу он стал давать все реже и реже. Поскольку работу в принципе было мало, он отдавал ее всем своим любимчикам. Поэтому знакомый нашел еще одну работу вообще в другом городе на севере Кореи, ближе к Сеулу. А мы на секундочку были на юге. Работу предлагали китайцы. Обещали хорошие деньги, нужно было таскать вот такие вот штуки.
Интуиция мне подсказывала, что не стоит туда ехать. Но я ее не послушал и все-таки поехал. Все было нормально на тот момент. Дед Чмо все-таки работу какую-то давал периодически. Место было жить. Все было устаканено. Но нет, нужно было все испортить. Модельному деду было сказано, что мы опять сваливаем, и знакомый попросил вернуть оставшиеся деньги. Дед начал орать. Ожидаемо, конечно. Вообще, конечно, не стоило этого делать. Нужно было просто съездить на разведку и вернуться обратно, если что, не ставив деда в известность, потому что все-таки деньги заплачены. Такой план тоже был, но мы не пошли по нему. Дед так злобно орал, что, по словам знакомого, даже пернулся злости. Итак, мы с огромными чемоданами поехали на север в ночь. Нас встретила китаянка, она была очень вежлива, да, это важно. Потому что для Кореи это необычное поведение. Нонсенс, я бы сказал. Нас заселили в квартиру, которая кишела тараканами. У знакомого началась истерика, поскольку у него фобия тараканов. У меня, в принципе, тоже. Поскольку все мое детство я наблюдал их в огромном количестве. И это была не проблема нашей семьи, поскольку у нас всегда было все чисто. Это проблема соседей, алкашей и свиней. Мы купили ловушки для тараканов, закрылись с ног до головы простынями и легли спать. Утром нас ждал сюрприз из тьмы тараканов в душевой. К сожалению, видео не будет, и фото тоже. На тот момент я настолько задолбался, что как-то снимать блоги точно не было моим приоритетом. Мы приехали на место работы. Знакомого сразу поставили таскать вот эту вот хрень, а мне сказали собирать болты по этажам строящего создания. Мне, конечно, очень сильно повезло в этом плане, потому что мой позвоночник бы точно не выдержал такой ерунды. Но там был бригадир-китаец, по совместительству муж китаянки, он был настоящим мудаком. Он просто орал. Видимо, он переобщался с саджанами-корейцами, поэтому решил перенять их способы управления персоналом. Я, конечно, наорал на него в ответ, поскольку по-другому я просто не умею. Китаец удивился. Что ж, я могу записать в список своих достижений теперь тот факт, что я обматерил и китайца тоже. В списке есть японцы, индусы и корейцы, конечно же. Что до японца, это был содержательный диалог с бригадиром на заводе в Японии. Он начал орать на меня за то, что я ушел с работы на минуту раньше. Я начал орать на него в ответ просто так. Он сказал, что не понимает моего поведения, а я посоветовал ему учить японский, чтобы понимать, что я говорю. Охренел, да? На следующий день мы спокойно пообщались с ним снова на эту тему. Я признал, что был неправ и больше так делать не буду. Он извинился за то, что сразу начал агрессивно орать. Гоша. Николай. Короче, нормальный тип, просто работа нервная у него. Кстати, он потом уволился, как и все остальные, в принципе. Но китаец. Он, конечно, удивился, но орать не перестал. Просто он стал это делать немного тише. Я, знаете, такой человек, который не переносит, когда на меня орут. Не один раз сказать достаточно нормальным голосом, я сразу все пойму. Я понимаю, что так работает не со всеми, но вот я такой человек, да. Вдруг обнаружилось, что нам нужны бумажки о том, что мы прошли технику безопасности. Конечно, таких бумажек не было, я сказал китаянке, вот я честно не помню, на каком языке я с ней общался, что могу нарисовать в фотошопе такие штуки. И мы поехали в интернет-кафе, где я нарисовал своему знакомому этот документ, конечно же, идеально, поскольку я делал такие вещи незаконные не в первый раз и дошел до определенного уровня мастерства. Только это секрет. Китаянка одобрила и сказала, что осталось сделать ее и самому себе такую штуку, и можно возвращаться на работу. Я вспомнил этот момент завтрак в утренней столовой на месте работы, когда, набирая еду, я почувствовал, что что-то у меня на лице. Это оказался таракан, который тусил на мне все это время, пока мы ехали с квартиры до стройки. Я тогда решил, что не буду там работать, я сказал, что я не хочу жить с тараканами. Китаянка обещала другую квартиру в тот же день, но я уже все решил. Есть желающие присоединиться к отбросам общества? Нету. Как оказалось позже, китаянка все-таки устроила этого чувака, с которым я тусил, в другую квартиру, действительно хорошую. Но как оказалось позже, тот чувак, с которым я туда приехал, он тоже оттуда свалил, потому что он поссорился с тем китайцем и опять хотел вызвать полицию, он даже заснял немножечко этого срача на видео, поэтому наслаждайтесь. Я его буду на камеру снимать. Hello, YouTube. 我们现在立马叫警察来，你跟他说。 Они говорят, он тоже полиция вызвал. Причину пусть увольнение скажет сначала. Да, еще целое. Июга более 여기. Июга. Конечно же, там была проблема с зарплатой. Ему что-то там не доплатили, потому что он был новенький. Короче, обещали одно, дали другое. Без проблем там никак. Я поехал обратно в Кванджу. Конечно же, я не надеялся, что мотельный дед примет меня обратно, и даже не ходил к нему. Я остановился в крутой гостинице за 50 тысяч вон в сутки и снова почувствовал себя великим белым человеком, завоевателем Кореи. Вы можете подумать, что я, возможно, расист, раз в моей речи фигурируют такие словосочетания, но знаете, с кем поведешься. Что до расизма в Корее, вот вам история. Остановившись в этом отеле, я пошел в контору к деду Чму. Но дед Чмо начал для меня ругаться из-за того, что я не ходил к нему целый день. Мне, конечно же, это не понравилось. Я пошел в другую контору, о которой мне рассказал один чувак, с которым я познакомился в конторе у деда Чма. Там были какие-то приличные корейцы, муж с женой. Мы сидели, ждали работы напротив конторы, сидя на скамейке. В это время мимо проходил молодой кореец, и, завидя нас, он закрыл свой нос журналом, который он держал в руках. Да, прямо как в фильме «Паразиты». Я не совсем понял мув, поскольку мы были все чистые, вымытые с утра, но чувак из Узбекистана сказал так. «Ты видел?
Для него мы все тюрки, и ты тоже. И тогда я понял одну удивительную вещь, что моя европейская, ну почти европейская раса что-то значит для кого-то, но по факту, находясь в таком унизительном положении, я являюсь тем, кем являюсь. Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Не могу сказать, что я понял боль гастарбайтеров. Я скорее понял черных ребят в Америке до 60-го года. В 60-м году только была отменена сегрегация в США, если вы не в курсе были. И нет, не надо мне писать про СССР. Я не совкадрочер, господа. Я прекрасно знаю о том, что люди начали становиться людьми только недавно. И мне кажется, я родился слишком рано. Лет на 200, можно было бы позже, мне бы больше подошло. Прожил я в отеле 4 дня и спустил половину всех своих денег на это, потому что все никак не мог найти мотель с нормальной, приемлемой для меня на тот момент оплатой. И с каждым днем эта приемлемая оплата должна была становиться все меньше и меньше. Хозяйка гостиницы так радовалась, видя меня, ведь каждый раз я ей нес по 50 тысяч вон и говорил «завтра» на корейском. Я уже не помню, как это будет на корейском. Она, вероятно, полагала, что я богатый турист. Ее отношение ко мне, конечно, было совсем иным, нежели отношение того же корейца с журналом. И все это происходило в одно время. Я все-таки нашел отель, он был совсем грязный и зачуханный. Мы договорились с дедом, что я приду на следующий день и заплачу за номер. Но я не пришел, так как меня останавливала эта грязь и вонь. И, конечно же, этот дед, который начал орать буквально сразу, непонятно почему. Я совершил попытку еще раз найти что-то приличное, но не нашел, пришлось вернуться к этому деду. И чтобы достучаться до него, мне пришлось очень долго его будить, выманивать его на бабки, так как он спал в своем номере с открытой дверью в свинарнике. С первого раза разбудить его не удалось, поэтому я походил по гостинице, посмотрел номера. Там также жили корейцы, они тоже спали с открытыми дверями в горах мусора. Конечно, было жарко, а кондиционеров там не было. Но это, конечно, не повод быть свиньей. Когда дед продрал глаза, он, конечно же, наорал на меня из-за того, что я не пришел предыдущим днем. Я наорал на него в ответ просто так. После чего он сразу успокоился и показал мне номера. Как оказалось, самые грязные и вонючие, сказав мне, что больше нет нормально. Но я видел, что есть. Однако спорить не стал. Комната выглядела вот так вот, да. Кстати, какой пиздец я снял в очередной раз. Это грибок. 250. Странно, что бомбу сбросили на японцев, а последствия отразились именно на корейцах. Я сделал небольшой ремонт за свой счет, натаскал предметов интерьера с помойки, конечно же. Из квартала для богатых, там такие помойки были. Ну а просто. Там же я нашел вот этого Дураэмона. В мотеле я познакомился с русскоязычным чуваком, который рассказал мне, что жил в моем номере до меня. И это он покрасил прихожую. Также он сказал, что нужно было настаивать на другом номере, потому что дед хорошие номера бережет для корейцев. Правда, непонятно зачем, потому что в итоге они спят в мусоре. А номер этого чела был действительно очень чистым. И так я снова начал ходить в конторы по работе. Работы почти не было, поэтому я просто гулял и полюбил ходить в корейскую столовую, где был шведский стол. Там были такие удивительные корейские блюда. Тревожная масса, беляши ЖД вокзала, хер с маслом без соли, суп с котом, эспрессо макиато, дух святой, бич-лазанья, турецкий салатик и суси. Даже я никогда не ел такие суси. 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 Ладно, там были нормальные блюда на самом деле. Наверное, самое приятное воспоминание о Корее. Жрал я, будь здоров. Я просто очень много жрал. Через некоторое время я задумался о получении визы, либо о том, чтобы нахрен уехать. Последняя моя работа была на строительных лесах. Это было страшно и тяжело физически. У меня все тело болит, еще вот я палец ударил. Я, кстати, хотел прям посередине дня свалить оттуда, но корейцы стали меня вежливо уговаривать остаться, что было очень странно. Я боюсь высоты. А это же какой этаж? 4-й. На 4-м этаже на этой херне шатающейся ходить. Еще и железки передавать снизу вверх. Ну, я устроил там истерику, конечно же, да. Честно говоря, они бы и без меня справились прекрасно. Для получения долгосрочной визы я попросил деда из гостиницы сделать мне прописку. Он, конечно же, начал сразу орать, но потом согласился. Мне сложилось такое впечатление, что корейцы, в принципе, начинают свои диалоги с людьми с ора, а потом, когда вот они обменяются орами, они начнут разговаривать нормально. То есть, как, знаете, как кошки обнюхивают жопы друг друга. Так вот, получив прописку, я даже сходил в иммиграционное бюро, но вдруг, посмотрев на всех этих людей, что находились там, решил, что с меня хватит. Как говорится, я не вписываюсь. Я вписываюсь в эту жизнь. И на оставшиеся деньги купил билет домой. Вот так и закончилась история моих похождений в Корее. У меня есть телеграм-канал, подписывайтесь, общайтесь с другими подписчиками. Это все, пока. I want to sing this song at the end. Please protect me. Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go till
もどかしさなら